если перехватит, значит, ополчение инициативы, надеюсь, так и произойдет, надо освобождать Мариуполь, надо освободить полностью территорию бывшей Донецкой и Луганской республики, весь Донбасс, и идти на Харьков. Взятие Харькова – это подрыв всей военно-промышленной комплекса Украины и недопущение дальнейшего перевооружения украинской армии. И не надо идти туда освободить. Значит, освобождение Харькова. Хватит, значит, наконец, следующий момент. Вы проанализируйте все войны подобного рода точно на постсоветском пространстве. Никогда агрессор не садился за стол переговоров с тем, против кого они совершали агрессию, пока ему не наносилось крупное военное поражение. Поэтому пока по украинской армии не будет нанесено мощное поражение, они не сядут за стол переговоров. Надо уничтожить по максимуму всю украинскую армию. И не только в зоне Донбасса, но действуя разведывательными диверсионными способами на территории другой части Украины, где дислоцируются эти части, которые участвуют в Донбассе. Надо развязать войну такого рода. Да, надо... в Киеве должны понять, что если они бомбят Донецк, Горловку и другие города Новороссии, то кто-то может начать бомбить Киев. Мы не знаем кто. Но в такой ситуации это может произойти. Это небольшая страна. У Луганска есть своя авиация. У всех есть. Это же мы не можем знать, откуда прилетели самолеты. Мы сейчас не можем все фиксировать. Вот они могут с автобусом разобраться. И с самолетом. А кто разберется, что ночью бомбардировщик это уже большая европейская война. Мы себе противоречим в том плане, что вот надо, все правильно говорим, но тогда нужно, чтобы были мощные силы у Донецкой Народной Республики и Луганской. Иначе идет уничтожение населения. Вы понимаете, сценарий какой? Если Москва не вступит в войну, видя уничтожение русских в Донбассе, то им помогут Украине добить русских, выдавить. Сожженная земля там будет. Все как Горловка. Ничего не останется. Котлован, как аэропорт в Донецке. А потом подойдут к Ростовской области. И когда они перейдут границу России, мы скажем, ну все, идет война священная. Вставай, страна огромная, чего ждать? Ждать зачем? Мы должны их гнать в Киев и за Киев дальше. Мы должны угрожать Брюсселю, Варшаве, Вильнюсу, чтобы они там окопы стали делать. А мы все начинаем говорить, вот давайте так. Какие договоренности? С кем договоренности? Нужно было Януковича заставить сидеть в Киеве и никуда не дергаться под охраной российского спецназа. И сейчас бы он там сидел.